Приветствую, друзья! Сегодня я хочу рассказать о еще одном своем поистине феноменальном открытии в бюджетном сегменте внутриканальных наушниках Kivers Candiza. Бренд этот уже какое-то время на слуху и получил немало одобрительных отзывов, однако я с ним встречаюсь впервые. И, как это обычно бывает, включил музыку и буквально провалился в какой-то суперкомфортный и, без сомнения, притягательный звук. Скажу прямо, это просто мечта воинствующего меломана. О них сегодня, друзья, и поговорим. Поехали! Пришла модель в небольшой скромно оформленной коробке с изображением непосредственно самих героев обзора и перечнем технических характеристик на торце. Из важного отметим наличие 10-мм покрытого бериллием динамика с импедансом 32 Ома и чувствительностью 110 дБ. В комплект нам положили инструкцию и целых 3 набора силиконовых амбушюр практически под любое ухо. Впрочем, меня это нисколько не смутило. Все эти насадки я вижу далеко не первый раз, так что мгновенно заменил их на более качественные KBR 07, чего и вам советую. Кабель на вид очень неплох, гибкий, витой, с L-образным штекером и сопротивлением на каждый из жил равным 0,464 Ома. В целом нормальный кабель можно оставить. Сами чашечки выполнены из какой-то смолы с отверстиями для компенсации с верхней и внутренней части, средним по размеру звуководом и абстрактным таким узором на фейсплейтах. На левой чашечке, помимо всего, нанесли еще наименование производителя позолоченной краской. Смотрится это достойно, посадка просто потрясающая, да и звукоизоляция тут на высоте. Вот так это все, друзья, и выглядит. По измерениям у нас вполне стандартный импульс, незначительное расхождение между левым и правым каналом и искажение в пике, достигающие 0,25%, что просто превосходно. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 80 и 99 миллисекундам с незначительными возмущениями на краях диапазона. По ЧХ мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с правильным заходом на середину, аналогичная амплитуда выделения области разбора и 2 акцента на 8 кГц для усиления резкости звучания и на 12,5 кГц, чтобы слегка подчеркнуть затухание и шлейфы на высоких частотах. Замена амбушюр, как видите, особо на настройку не влияет, но все они, откровенно говоря, посредственного качества. Суммарно очень грамотная настройка, подходящая как для живой, так и для электронной и электрической музыки. Относительно звука, признаюсь, когда я первый раз послушал Candiza, то мгновенно в них влюбился. Настолько сочной, объемной и при этом музыкальной подачи я давно уже не встречал. Исключение Yanni Moonlight, но там ценник совсем заоблачный. Да, именно об этом я и пытаюсь сказать. За 2500 рублей мы получаем максимально комфортное, выразительное и по аналоговому бархатное звучание, которое на полном серьезе заставляет пуститься в пляс или начать подпевать под знакомые мелодии. Конечно, есть у Candiza и минусы, в число которых можно отнести отсутствие хлесткости, прозрачности и слишком уж мягкий характер, что обычно плохо для всяких мрачных, агрессивных жанров. Вместо резкости, грубости и зажатости, столь любимых металлистами, Kivers нам предлагают теплый такой мелодичный характер с подчеркнутой певучестью и максимальной экспрессией. Для джаза, фанка, соула, разной лирической электроники, всего академического и живого, а также старого доброго рока. Это, друзья, то, что доктор прописал. Погружение, как говорится, просто фантастическое. Не ожидал подобного в данном ценовом сегменте. Это реально бомба. При этом по качеству прорисовки и передачи разнообразных оттенков звукоизвлечения Candiza, если не на первом месте, то в первой десятке. Просто шикарный по глубине и плотности бас с правильной передачей текстур и отличной динамикой. Теплые, я бы даже сказал, певучие средние частоты и мягкие, но вполне разборчивые верха. Со всякими шлейфами и затуханиями, но без подсвечивания или выдвижения на передний план.
После Кандиза, например, верха Дунукима кажутся чрезмерно острыми и немного свистящими. CC и CXS же дают на фоне KiwiEars какую-то просто запредельную реалистичность. Герои обзора это все-таки больше про мелодику и красоту. Они даже не пытаются в достоверность или нейтральную холодность. Кандиза я бы рекомендовал для продвинутых меломанов, которым удовольствие от прослушивания важнее студийной мониторности или тембральной честности. Они просто созданы, чтобы кайфовать от музыки, как бы она ни была сведена, записана и каким бы стилем ни относилась. В том числе гонял их на металле, где было, конечно, излишне комфортно, но четко, выразительно и очень драйвово. У Zikreal Dawn при прямом сравнении заметно выше четкости и есть уклон в детализацию, то есть текстуры более различимы и подчеркиваются за счет псевдодетализации. FL Performer 5 тоже имеет лучшую прорисовку, схожую, на мой взгляд, мелодику и больше информации на нижней части высоких частот. В то время как Кандиза эту часть немного сглаживают, Performer 5 наоборот выводит ее вперед. Но вот по уровню между Dawn, Kima, Кандиза и Performer 5 я особо разницы не наблюдаю. А Кандиза, напомню, стоит где-то 2500 рублей. И это, согласитесь, абсолютная победа. Из особенностей у героев обзора в акустическом смысле правильная масса на всем диапазоне частот и чуть ли не идеальное построение сцены в глубину. Ничуть не хуже, чем в Open Audio Witch Pro. По весу для сравнения Performer 5 мне показались чуть-чуть массивнее, а планары, например, Rabga Hook X, воздушнее и легче. Вообще, если уж с чем сравнивать Кандиза, так это с Performer 5. У них плюс-минус одинаково достоинства и недостатков и очень схожий почерк. По источникам лучше выбирать что-то повзрослее. На бюджетном ЦАПе Trufer Sheo было прямо слишком комфортно, словно домашние тапочки. Связка из SMSL DAW200 MK2 и усилителя HO200 добавила в звук четкости, усилила разделение, да и вообще уровень звучания заметно так подрос. То есть можно, конечно, выбирать что угодно, наушники в этом плане довольно универсальны, но чем выше уровень, тем лучше. Насадки, как я уже сказал, в комплекте почти мусор, так что озаботьтесь заменить их, например, на SpinFit, KB07 или Spiral Dot. Иначе максимума из наушников, увы, выжать не получится. А вот кабель нормальный, его лучше не трогать. Итогом динамические наушники KiwiEars Кандиза лично меня порадовали достойным кабелем, очень удобной посадкой, приличным внешним видом и просто восхитительным с меломанской точки зрения звучанием. Да, оно не пытается дать тотально реалистичную картинку или прям дотошно передать все мельчайшие нюансы, однако поражает своей аналоговостью, мелодикой и каким-то просто фантастическим комфортом с максимальным погружением в материал, ощущением вибрации от баса и желанием буквально пуститься в пляс. При этом здесь достаточно массы, выразительности, глубины, есть тот самый аудиофилский объем и ощущение пространства сцены в глубину. Реально просто потрясающие с меломанской точки зрения наушники. Обязательно присмотритесь в своем ценовом сегменте, они точно короли. Из минусов насадки никуда не годятся и штекер хотелось бы балансный, но имеем, что имеем. В остальном ушки просто сказка, настоятельно рекомендую. А на этом у меня все. Это были наушники KiwiEars Кандиза. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.